Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиоа. У нас сегодня будет релакс-выпуск, потому что у меня есть проблема, но к ней мы сейчас перейдем немножечко попозже. И перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся, я хочу сказать свой план на эту игру. Что я здесь вижу? Я вижу, здесь есть импреска, я вижу, здесь есть прикольные маги, я вижу здесь гнидомоморы. Не знаю, что из этого я буду реализовывать, но в целом можно было бы реализовать магов. Вот если так подумать, то можно было бы реализовать магов. Можно было бы попробовать сыграть через цветку, через импреску. Но тоже, пока эту импреску наролишь, пока то, сё, 5-10, короче, не факт, что все получится у меня. Можно было бы, кстати, сыграть на нежити в этой катке, хотя лича здесь нет, но есть Джакира. Можно было бы, в принципе, что-то через Джакира промутить, и было бы неплохо. Кстати, пандочка. Возьмем, наверное, пандочку. Предметы... Опа. Кстати, кто-то написал мне в комментариях о том, что Кливер работает на синергию пандаманов. Я такой, погоди. Что-то тут не то. И в Кливере, если что, в описании нету теперь то, что работает, то, что это не работает на синергию пандаманов. Я такой, так, погоди, что-то здесь нечистое. Короче, этот вопрос я задал сейчас в техническую поддержку. Надеюсь, они мне ответят и скажут полноценно, на что теперь работает Кливер. Если все-таки Кливер не работает на пандаманов, то я напишу в своем телеграм-канале. Потому что этот вопрос на самом деле серьезный. Если они в каком-то моменте этот момент подфиксили, то, что в действительности Кливер работает на пандаманов, это жестко. Это да, это 2%, но все равно. Это хороший такой прирост по шансу выпадения фигуры. В общем, почему сегодня будет такой более-менее релакс-выпуск, сейчас объясню. Смотрите. Во-первых, я не знаю, вебка передает этого или нет, но у меня все лицо сейчас красное. Вокруг рта и уголки рта у меня пекут максимально. Что это за хрень, я не знаю. Я уже записался к врачу-дерматологу, потому что нет сил терпеть. Я думал подождать, когда ЗПшка придет и тогда сходить, но, похоже, это критическая тема, потому что сегодня я прям вою немножко. И если вы заметите, то я как-то какой-то не сильно эмоциональный сейчас. И да, я даже как-то голос у меня немного поменялся. Но не знаю, будет ли это заметно на записи или нет, но я чувствую это. Предметы такие себе, конечно, упали. Но ладно. Еще лучше башер упал. Не знаю, у меня такое впечатление, что если сейчас нормально так посмеюсь, то у меня разорвет лицо. Просто разорвет рот. Жду шуточки про рот в комментариях, если что. Вот. Взял, короче, детский крем, перед сном помажусь. Тоже жду шуточку про детский крем. Угу. Написал про детский крем шуточку, быстренько. И про то, что разорвет рот. Тоже написал шутечку. Вот, как неприятно. Короче, неприятное ощущение, вот это все лицо стянуто, вот это, как будто ты рот открываешь, и он разрывает. Короче, все, хватит. Хватит об этом, потому что это уже переходит все грани. Мне пришел здесь червяк. На самом деле червяк неплохой, но не по текущие предметы, как у меня. Мне больше интересует тот момент с Кливером. В действительности ли он работает на синергию пандаманов? Короче, если он в действительности работает на синергию пандаманов, я об этом напишу в своем телеграм-канале. Поэтому, ребят, кому это интересно тоже, то подписываемся на мой телеграм-канал. И, кстати, я давненько не записывал шаманчиков. Напишите в комментариях, что вы хотите увидеть шаманчиков в реализации через волшебников и все такое, или не хотите увидеть. Потому что, на самом деле, я бы... хотелось бы мне попробовать реализовать шаманчиков. Ну, вдруг получится, вдруг пойдет, вдруг не пойдет. Что будет, если мы выйдем в уровень? Все плохо будет, да? Мне бы еще одного человека, чтобы у меня баф людей был, и я мог максимально быстро выходить в уровень. На самом деле, если я хочу попробовать сыграть через импреску, то мне необходим уровень. А для того, чтобы у меня был огромный уровень, мне, соответственно, нужен инкам. Это, соответственно, мне нужен не только инкам, мне нужен также баф людей. Ну, это в идеале прям. То есть, чтобы у меня был инкам хороший, хорошая экономика. Вдруг кто не знает, что такое инкам. Хорошая экономика должна быть у меня, 50 плюс монет постоянно. Плюс баф людей. Это для того, чтобы каждый раунд получать плюс 2 опыта. Прикиньте, если вы со старта получаете баф людей, насколько жестко вы отрываетесь от своих вот противников в плане уровня. Вот прикиньте, у меня бы сейчас стоял баф людей с 3-го раунда. Даже не баф мехов, а баф людей. Посчитайте до 10-го раунда, сколько опыта вам просто насыпет сверху. У вас будет 30 опыта. Ну ладно, не за 10 раундов, за 8, за 7 раундов. У вас будет 28 опыта. Плюс 7 раундов. Короче, 30... Подожди, что-то я, напутал.
А ну-ка давайте вы в комментариях, короче, посчитайте. Я посчитал уже, но все равно, короче, это байт на комментарии, ребята. Мой любимый байт на комментарии. Фух, честно, разговариваю, и такое ощущение, что у меня прям такая каторга. Небольшая, но каторга. Хотелось бы мне, конечно, побеждать немного. Но что-то, короче, как-то не сегодня, судя по всему. Судя по всему, не сегодня. Но раз не сегодня, то и ладно. Да и хрен с тобой, даже если не сегодня. Но зато опыт получаю. Зато уровень выхожу. Правильно? Правильно. Можно было бы попробовать поиграть здесь через волшебников. А можно взять уровень здесь 6. Ну, была не была, мало ли. Мало ли мне сейчас на 6 уровне придет там котел какой-то. А так как есть здесь гнездо Маморы, то, в принципе, можно будет забузить гнездо Маморы. Там, кстати, Манки Кинг уже у кого-то. Это не хорошие новости для меня, то, что там Манки Кинг есть. Этот Кардар может себе спокойно сейчас наролить гнездо Маморы на 10-м, засунуть туда Манки Кинга, либо вытащить его в 2 звезды, либо же вытащить его уже в 3 звезды до 20-го раунда. Ну, такое тоже бывает. Не у меня, конечно. В последнее время мне как-то Мамору вообще не вытаскивает ничего. Зато моим противникам только в путь. Сколько раз заметил то, что на 20-м раунде кому-то приходит гнездо Маморы, он к 30-му раунду вытаскивает 3-звездочную фигуру. Как так? Или на 10-м раунде. Мы ставим одновременно вместе с ним фигуру, засовываем какую-то фигуру, обужу я там опыт, все такое, чел не обузит ничего абсолютно, и по итогу у него все равно быстрее 3-звездочная фигура, чем у меня. Как так работает, вообще непонятно. Ну и хрен с ним. Правильно. Так, плюс опыт. Хорош. А что это значит? А это значит, у меня есть пандочка. А что эта пандочка значит? А это значит, что можно будет сейчас приколюхи поделать. Смотрите. Если ко мне сейчас на... Чуть, кстати, не забыл за друидов. Хорошо, что я посмотрел только что в пул. Смотрите, если сейчас на 10-м раунде ко мне приходит гнездо Маморы, я закидываю туда вот этого Эмбера, и я буду держать кулачки, молиться всем богам, которые только существуют на этой планете, чтобы у меня к 20-му раунду пришел Эмбер в 3 звезды. Потому что если не придет Эмбер в 3 звезды к 20-му раунду, то будет очень печально. Но на самом деле надо надеяться на то, что ко мне сейчас придет гнездо Маморы. Я вот, смотрите, сейчас максимально заряжен на то, что ко мне придет гнездо Маморы, поэтому я надеюсь, ко мне гнездо Маморы все-таки придет. Если же гнездо Маморы ко мне не приходит, то что мы делаем? Правильно, мы берем и удаляем эту игру. Правильно? Правильно. Самое лучшее решение. Удалить игру, и все, и забыть за нее. Кстати, ребят, предыдущий ролик, ну как предыдущий? Ролик, там, где я обучал новичка, собрал такое неплохое количество фидбэков, комментариев, лайков. Поэтому, ребят, огромное спасибо, что написали мне полноценный свой фидбэк по поводу этого ролика. Огромнейшее спасибо. Поэтому данная рубрика будет продолжаться. В скором времени я выпущу дубль номер 2, тоже с этим человеком, но чуть позже. Чуть позже, потому что мне, на самом деле, даже сейчас я так чувствую, что мне тяжело снимать. Поэтому мне надо хотя бы вот это тут воспаление вокруг рта, как бы... Я уже вижу по твоим глазам, что ты хочешь в комментариях написать какую-то гадость мне. Ну, забавную, но гадость. Ну ладно, я разрешаю, ребят. Я разрешаю. Можете меня Вы поняли, короче, подшучивать можете надо. Можете подшучивать. Я не против. Главное, чтобы было весело. Правильно? Правильно. Кстати, Марс как-то, ну, так неплохо подамажил меня сейчас. Чисто 250 урона. 2000 урона Марс накидал, если что, на минуточку. Так вот, надо хоть немножко воспаления снять, договориться с этим человеком о месте и времени проведения данной рубрики. Я, кстати, лучше 2 омников поставлю. Я как-то в 2 омников поболее верю, с чистым уроном и плюс отхилом, нежели в Марсе. Хотя Марсе тоже могла неплохо так накидать. Ну ладно. Так, ну что, ребята, сейчас все вместе держим кулачки вместе со мной. Абсолютно каждый сейчас держит кулачки. Если ты смотришь и держишь вилку в руках, хотел сказать. Если ты держишь вилку в руках, ты просто ее держишь сейчас покрепче и молишься за то, чтобы мне сейчас упара. Да что ж такое, боже? Чтоб сейчас у меня упала реликвия Маморы. Все вместе держим. Все вместе сейчас. Кто-то вилку, кто-то кулак, кто-то может что-то покрепче. Давай. Опа, не ожидали, да? Небольшая такая вставочка. Я хочу напомнить, что провожу розыгрыш наушников Fufine Play Game H6 в белом цвете.
Вся подробная информация, как участвовать и тому подобное, находится в моем телеграм-канале, а там в закрепленном сообщении. Если что, телеграм закреплен в описании под видео, а также в комментариях, а еще у вас на экране появится QR-код. Данный конкурс не спонсируется, не поддерживается и никак не связан с YouTube. А еще не забудь подписаться на мой YouTube канал, потому что осталось всего лишь немного до 2000 подписчиков. А если ты еще не поставил лайк, обязательно поставь лайк. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Рандомлю. Плевать. Да. Сюда. Чисто абуз. Отлично. Так, +1 опыт. Шикарно, прекрасно, замечательно. Шедеврально. Хорошие новости. У меня пока что только одни хорошие новости. Тьфу-тьфу-тьфу. Тук-тук-тук. Опа, минус чел. Ливнул. Рикардо. Это Рикардо случаем не с чужого? Челу не упала Мамора, и он такой: да ну его в задницу ливаю, короче. Ну, похоже, на так и было, потому что чел рассчитывал на Мамору. Более чем уверен в этом. Я более чем уверен, что он реально рассчитывал на Мамору. Иначе какой смысл еще ливать? Правильно? Правильно. Сейчас выходим в денежки, выходим в уровень, и потом уже будем отталкиваться от того, на чем мы поиграем. Кстати, я, наверное, людей буду покупать. Не в том смысле людей буду покупать, а в нормальном смысле. А то я уже знаю ваши похотливые шуточки. Кто-то такой сейчас напишет: да не хотел я писать эти похотливые шуточки, ну что ты вот это вот начинаешь? Я знаю, не хотели. Угу. Может и панду продать его? Просто. И все. Шить, и нет панды. Не знаю. Короче, я еще что хотел сказать по поводу рубрики новичка. Я буду не только с одним человеком снимать рубрику обучения новичка, я буду снимать эту рубрику с несколькими людьми, поэтому я там, если что, буду списываться, либо же буду объявление делать в Телеграме, то, что нужно еще один человек и тому подобное. Короче, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, поэтому я не буду слишком сильно разглагольствовать здесь. Все узнаете. Все узнаете, как что будет делаться. Правильно? Правильно. Главное, на телегу подпишитесь. Там вся информация будет в основном, потому что мне туда легче всего писать. Я еще, кстати, такие классные эмодзи замутил сейчас на спонсорскую программу, поэтому, ребят, оцените. Может, Мамора, пожалуйста, давай ты сейчас не будешь выеживаться 2 из 9. Давай ты адекватно сейчас мне принесешь нужную мне фигуру в 3 звезды довольно-таки рано. Хорошо? Я думаю, мы с тобой договорились. А сейчас мне надо с Марси порешать, куда ее засунуть, как ее поставить. В принципе, от Марси неплохой такой импакт. Неплохо она урона накидывает. На самом деле там больше всего Омник делает со своим отхилом чистым. Топ-1 держит охотник. Интересно, против этого охотника хоть кто-то соберет сейчас воинов там, например? Или что-то такое хотя бы? Так, 3 из 9, хорошо. Мамора реабилитировалась немного. Это отлично, это хорошие новости. Там, кстати, чел тоже хочет играть на инсектоидах. Фу, тоже хочет. На цветах. Не на инсектоидах, на цветах. Какие инсектоиды? Боже, я уже вижу цвету и говорю сразу, что это инсектоид будет. Прикиньте, насколько у меня травма. Да что ж такое у меня сегодня? Прикиньте, какая у меня травма психологическая от этих инсектоидов, а? Ну там чел, который идет на охотниках, он там держит топ-1. 9 винстрик. Но я больше всего надеюсь, что против него хоть кто-то дособерет воинов, либо какой-то жесткий контрпик. Кстати, а чё? Надо 6 людей поставить. А у меня только 5 людей. Чё, выйти из инкама? Ну, в принципе, пандочкой можно пожертвовать. Главное, чтобы я сейчас от мобов не откис. Но по идее я от мобов не должен откиснуть. У меня довольно-таки сильный стол. Ну, надеемся, что я сейчас не откисну от мобов. Надеемся.
У меня слабый стол, но я надеюсь, что мы все-таки не откиснем от мобов. Хотелось бы немного уровня дозаобузить. Обрадуй меня. Пожалуйста, чтоб я не откис... Ребята, у меня плохие новости. Как к вам? Ну, в первую очередь, ко мне. Я откис от мобов. Но я надеюсь, хотя бы большого моба заберу, с него шмотка просто падает. А, я понял, я ни одного моба не забрал. Вот это я молодец. Вот это вот и красавчик, заобузил людей. Кунка, спасибо. Пришел вовремя. Так, волшебников можно продать и поставить панду. Не будем пока через 6 людей играть. Пусть панда стоит себе чуть-чуть. 4 из 9, нормально, пойдет. Пока что пойдет. Главное, чтобы она медленно, но уверенными шагами росла, а не стояла на месте. Правильно? Правильно, я тоже так думаю. Так. Разор 2 звезды. Угу. Какой-то ужасный у меня стол. У меня есть вариант, что я могу перестроиться в инсектоидов. Вот есть такой вариант, что я могу перестроиться в инсектоидов. Почему я так думаю? Потому что, играя через инсектоидов, у меня будет больше шансов на победу. Ну, точнее, даже не больше шансов на победу. Ну, не, ладно. Больше шансов на победу. Больше. Если у меня сейчас адекватно ничего собираться не будет, то я, соответственно, буду делать инсектоидов. Сейчас буду потихоньку брать уровень. Мне нужен 9. На 9 уровне я буду полностью ролиться, а там, дай бог, чтобы все хорошо повезло мне с фигурами. Топ-1 с 11 инстрик, это, конечно, не очень меня радует. Эльф собирается. Так, ну не душнило на антимаге 100%. На эльфах он, наверное, будет делать себе полных эльфов. Не, ну мне неплохо идут инсектоиды. И серия... Ах ты ж тварь на море. Ах ты ж тварь на море, боже. 5 из... О, только не это. Ну, каждый из этих челов обузит жесткую фигуру. Я в том числе, если что. Мы втроем так, ну, хорошие фигуры будем. Но я, наверное, буду делать инсектоидов. Вот этот вот чел, который будет Манки Кинга себе делать 3 звезды. Если он его, не дай бог, соберет, то будет проблема. Он всех моих инсектоидов будет перебивать, скорее всего. Мне бы хотя бы парочку раундов выиграть. И на 20-м раунде нужно обязательно выиграть мобов. Тут я откисаю. Тут я, к сожалению, тоже откисаю. Плохо. Ситуация-то. Кринж. 38-то хп. Ту-ту-ту. Я, наверное, вместо Разора поставлю сейчас антимага. Мне кажется, антимаг будет намного импактнее, чем Разор. Да не кажется, я 100% уверен, что антимаг будет намного импактнее, чем Разор. В разы. Так, на порядок, знаете. У меня сейчас 30... Ну, блин, все плохо. Все очень плохо. 38 хп. 6 из 9 мамора. А у этого что? 4 из 9. Ладно, окей. Ну да, надо делать инсектоидов. Нужно делать инсектоидов, потому что я из этой ситуации не выпутаюсь никак. А даже... О, кстати, тут я, походу, должен выиграть. Да, тут чел вылетел, я, скорее всего, сейчас заберу этот раунд, получу себе свой опыт. 8 штучек. 8 штучек опыта получу. Да, хорошо. 5 из 9 мамора. А ну-ка, поставь... Эмпреска? Это мы любим. Ладно, я панду продам. Панду я уже продам. И сейчас, знаете, что мы будем делать? Мы будем делать контент. Эмпреска пришла, значит, что можно правильно сыграть через инсектоидов.
Но тоже, я ж уже себе абузю Эмбера. М. 5 из 9 Мамора. Вообще не хочет творяпаться. Как же поступить? Как же поступить, чтобы было все замечательно? Вот как поступить? Ладно, выходим полностью сейчас из инкама. Полностью. Мне вот реально, смотрите, насколько жестко мне идут сейчас инсектоиды. Так, котел сюда. Ну, ладно. Хорошо, наверное. МК я, наверное, брать не буду. А ну-ка. Двухстволка, спасибо. Очень полезный предмет. Есть. Есть! Сейчас быстренько распродаюсь. Ставлю один дубликат сверху. Так, вот это вот тоже берем. Я думаю, вот эти вот легендарки, которые инвокер, которые звери, воин, я думаю их скипнуть. Ну, не нужны они сейчас. Так. Вы видите импреску, которая переродилась? Я просто не вижу импреску, которая переродилась. Переродилась. О, блин. Случайно. Вырвался. Чуть-чуть. Я думаю, это не слышно было. Я на всякий случай переслушаю, но я думаю, этого не слышно. Как же мне сейчас хорошо идет, но мне это не надо. Вот это вот все, что сейчас ко мне приходит, мне это не надо. Мне надо сейчас побольше инсектоидов найти. Побольше дубликатов нормальных, адекватных. Так, отлично, хорошо. 2 скорпиончика сюда, выставляем их на стол. Так, змейка пришла, тоже хорошо. Я думаю, вот эти вот легендарки реально нужно распродать. Они бесполезные в основном. Они мне сейчас никакой импакт не дают, от слова совсем. Короче, почему только что... Ну, вы видите, кто-то видит, что у меня импреска там перерождается и все такое. Я лично не вижу, вот просто, у меня, наверное, зрение плохое, либо что. Я не вижу, чтобы у меня сейчас импреска появлялась. Сколько дубликатов уже сдохло, но импрески у меня все равно нету. Дай бог ты вылетишь. Вылети, вылети, вылети. Змейка, плодись. Змейка, плодись. Больше змеек. Больше змеек, богу змеек. Давай, 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 давай. Больше, 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 больше змеек. Больше плодись. Он должен вылететь сейчас. Вылети, 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 вылети. Не переживешь. Хорошо. Отлично. Я, если что, не просто так радуюсь. Вот этот чел, если бы нашел себе Манки Кинга в 3 звезды, были бы огромные проблемы у меня. Да не только у меня, я думаю, у всех были бы огромные проблемы. Чел бы задушил все и вся. Не понимаю, почему у меня импреска не появляется совсем. Чего не появляется? Кто знает. Сейчас, короче, ставлю вот так вот всех кучно, по той лишь причине, что у меня в цветках есть арканцы. И там появляется дубликат тоже с арканцами, из-за того, что у меня полный баф цвет. И эти 2 пары арканцов, они активируются тоже. Импреску кто-то видит? Кто-то видит импреску? Я что-то не вижу импреску. Ну, как-то, не пришлось. Не знаю, короче, как инсектоиды работают. Это такая какая-то, нездоровая тема. Сколько дубликатов уже сдохло, но все равно мне ни одной импрески не появилось. Тупизм. Если кто-то шарит, как это работает, то напишите в комментариях, потому что это, мне кажется, вот этот вот предмет сердца инсектоидов, он какой-то сломанный. Так, 79 у меня эмбер.
У меня Эмбер 7 из 9. Хорошо? Прекрасно, я бы сказал бы. Так, темпларочку пока оставим, она пригодится. Поставим как-то так. Хотя... Как же лучше сделать? Оставить дубликат змейки или не оставить? Думаю, пока что предметы не буду никакие искать. Хотя на самом деле рок войны, если бы не упал, было бы замечательно. Я бы себе импресску закерил. Ой, чел тоже импресску тут нашел. Но он тут играет на магах. А, вон импресска появилась. Первая импресска появилась. Отлично. Нет, 2 импресски появилось. Наныл. Наныл целых 2 импресски, ребята. Целых 2 импресски наныл. 1-го уровня и 2-го уровня. Замечательно. Прекрасно. Опа. Опа. А кто это у нас тут такой? А кто это у нас тут такой сейчас появился, а? Эмбер? Эмбер 3 звезд. Сюда, молодой. Не факт, конечно, что я смогу хоть как-то это вытащить все, но в принципе, под инсектоидами, может быть, у меня и получится вытащить. Может быть. Мне надо будет по-любому против того эльфа МКБ, либо же Battle Fury. Один из 2 предметов мне необходим, хотя на самом деле в идеале 2 этих предмета. То есть мне нужен как МКБ, так мне нужен Battle Fury. И в идеале, если сейчас с дубликатов инсектоида будет перерождаться Эмбер, то в принципе я буду душить этого эльфа. Там еще, кстати, есть инсектоид второй. Ух ты. Но я возьму вот этот вот изолятор, потому что по каждой цели, которой я нанесу сейчас тычку, то будет у них минус армор, плюс это урон с руки и все такое. Так, иди отсюда. Я думаю, шмотку может переделать какую-то. Только какую, вопрос? Мне нужны бусы. А безоружец тоже неплохо будет смотреться. Чего? Темпларка 2 звезд. На 9 уровне. Неплохо. Да, я считаю, это неплохо. Ставим лайк молодому человеку. Сейчас тоже, если что, в дубликате цвета будет появляться еще один обезоружий. Поставлю. Наверное, как-то так поставлю. Пусть у меня будет дубликат цветки маленькой. Короче. А что один обезоружий? Не, без Battle Fury вообще жестко. Нужен Monkey King Bar, и мне нужен Battle Fury 100%. Без этих 2 предметов у меня будут жесткие проблемы. Они у меня уже есть. Типа у меня уже проблемы есть. Давай, чуть-чуть, еще разочек, ну какой стон. Какая ты тварь на антимане, боже. Минус 22 в табло получил. Как же это жестко. Надо искать МКБ, не Battle Fury. Да, МКБ. Окей. Можно перестроиться будет в убийц. Хотя не знаю, убийца затащит или нет. Ладно, посмотрим сейчас. Если что, в Скорпиона я закину не просто так предмет арканцы, потому что у меня 2 Скорпиона 2-звездочных. Давай, Эмбер. Эмбер, давай. Эмбер, тащи. Тащи, тварь. Я тебя со слезами на глазах нашел. Давай, миленький. Я на тебя столько нервов потратил. Души их. Хорош, 47 тысяч урона. Нет. Я говорю, души. Молодец. Души. Еще. Давай. За меня. Души, молодец. Просто 53 тысячи урона.
Короче. Нужно поставить одного демона. А вот и один демон, кстати. А вот, кстати, и один демон. Почему я говорю, что нужно поставить одного демона? Это из-за того, что у меня есть мантия. Напомню, что мантия передает все синергии в одного юнита. Все активные синергии в одного юнита. То есть в данном случае у меня будет синергия демонов. А соответственно, есть у меня синергия демонов, то это означает, что? Правильно. Это будет чистый урон. Это будет чистый урон. Ага, как же поступить? Оставить убийц или... Ну, в принципе, можно так оставить. Без дубликатов цвет, просто вот так вот как-то поиграть. Я так вот поставлю Эмбера. Так, чел на магах. У этого чела вообще непонятно, что он там собирает. А что с Эмбером? Вы видели? У меня Эмбер почему-то вышел из своей формы. То есть он по всем прыгал, но тем не менее он был в доступе атаки. Это как понимать? Блин, я с эльфом 1 на 1 остался. Это проблема. Надо ролиться. Беру МКБ. Если не будет у меня МКБ, я не буду попадать, соответственно, не будет урона. А так у меня хотя бы есть гарантия, что я буду по нему попадать с 7 тычками. У меня сейчас чистый урон, в принципе, должно быть неплохо. В принципе. Две цветы, ну, в принципе, вместо... Прыжочек. Сейчас надо будет, короче, если что, Эмбера поменять местами, чтобы он мог максимально быстро набрать ману. И просто по лицу прокатиться противнику. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я надеюсь, не ошибку сделал. Так, антимаг не присосался. Хорошо, Эмбер, давай. Пошел. Давай, 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 давай. Блин, вот прикиньте, у меня бы сейчас было МКБ плюс Battle Fury. Что бы был... Стоп, а почему у меня физический урон? Не, только не иллюзия, только не... Шот не... Вылетел? Не, 5 хп осталось. Я что-то думал, что я сейчас с иллюзией нормально так получу в хавальник. Мне непонятно по какой причине и каким образом... Кстати, 2 бруды сейчас продам, поставлю лучше 2 никса. Потому что 2 никса это ж убийцы. Они пойдут. Мне непонятно, каким образом у меня не работают демоны. О, яйцо. Но мне нужны убийцы, мне даже не яйцо надо, мне надо убийцы. Ну вот смотрите, прикол, сейчас у меня будет... Сейчас у меня будет чистый урон, а против этого противника у меня не будет чистого урона. Потому что у меня почему-то отключаются демоны. Если кто-то шарит, почему у меня отключаются демоны, напишите в комменты, потому что это звучит как баг. У него только из ведьмаков есть антимаг. И все. Зато пандочку еще одну дали. Ну и ладно. Плюс бабки. Я не могу рисковать этими предметами. И мантию я не особо хочу скипать. Не знаю, поставлю 6 убийц сейчас. Может, повезет. Варлок. 6 убийц, 4 инсектоида. Не знаю, я думаю, 9 убийц мне тоже не помогут. А мне даже 9 убийц пока что не пришло. Пока что у меня 9 убийц нету. Морф. А ну-ка. У него сейчас нету ведьмаков. У него только один антимаг. И у него есть огромная темпларка в 2 звезды. Ну-ка. А я снова сделал. Почему я бью обычным физическим уроном? Объясните мне хоть кто-то.
Не, но топ-2 это тоже победа, притом у меня был максимально нестандартный билд, и я себе и наныл Эмбер. Ну, наверное, мне надо было сразу строиться в каких-то убийц, если рассчитывал играть через Эмбера. Но мне больше всего непонятно, каким образом, типа, у меня нету чистого урона. Что произошло? Что произошло? Почему у меня нет чистого урона с руки? Человек, кстати, сыграл в тупую на эльфах 31-0. Неплохо. На самом деле я здесь затупил. Можно было бы сыграть лучше. Хотя, на самом деле, мне и по предметам не особо... Не, ну, типа, мне пришла мантия, но почему мне не работал чистый урон, мне этого не понять. Вообще не понять. Как это работает? Почему именно так это работает? Почему оно как-то... Я не знаю, короче. У меня нет догадок, почему у меня не работали демоны. Возможно, если бы я сейчас распродал стол, поставил бы 9 убийц, то у меня бы еще были бы хоть какие-то шансы. Но на самом деле я в этом не уверен. Напишите в комментарии, вот что думаете вы по этому поводу. Если бы я поставил 9 убийц, у меня было бы больше шансов, нежели вот как сейчас. Потому что мне кажется, что у меня не было бы ни на грамм больше шансов от слова совсем. Я думаю, у меня были бы такие же ровно шансы, как и сейчас, потому что у меня не было особо адекватных предметов, у меня почему-то не работал чистый урон, но у меня не было Battle Fury. На самом деле, с Battle Fury я бы еще мог как бы с ним посоревноваться. Но тоже, у него было уже темпларков 2 звезды на 9 уровне. Это тоже, ну, сильно. Это очень сильно. Фартануло чего, как и мне фартануло на Эмбера. Ну ладно, у меня предметы говно было полнейшее, хотя у него тоже так не особо лучше, но этих предметов им было вот так, за глаза, чтобы меня вынести. Но топ-2 тоже прикольно, тоже красиво. Из соплей, скажем так, поднялся в топы. Топ-2. Пойдет, пойдет, пойдет. На самом деле, максимально было лютый дискомфорт в целом по самочувствию, и поэтому я слишком жестко кликался то на разговор, то... Ой, короче, все, не важно. Просто отыграл, как отыграл. Получилось довольно-таки необычно и прикольно, как по мне. В общем, я показал, что Эмбер на самом деле что-то может из себя представить, но только если повезет по предметам, и билд надо заранее продумывать, то есть ставить либо каких-то убийц 9 штук, либо же ставить каких-то зверей, либо же что-то еще. И давайте, знаете, вот это вот, либо же что-то еще, вы напишите в комменты, что можно еще такое вот подставить к этому Эмберу, чтобы он прям хорошо-хорошо разваливал. Ну, ладно. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И, ребят, не забываем ставить свои лайки, потому что каждый ваш лайк и каждый ваш комментарий продвигает мой ролик в рекомендации и в тренды. Поэтому, ребят, ставим лайки. А кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписывайтесь, потому что осталось всего лишь, ну там, 160-170 человек до 2000 подписчиков. Это прям, ну, это слезы. А кто не подписан на Telegram, то у меня Telegram, если что, закреплен в описании под видео. Он закреплен еще также в комментариях, а еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.